Приветик! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я с вами решил поделиться рецепт-эксперимент. Я решил сделать вареники. На интернете, на YouTube там много рецептов, но я решил взять два рецепта, поставить, смешать вместе и посмотрим, что с этого получится, какое тесто у меня получится. Я никогда вареники в жизни не делал. Кушать я любил кушать. И мать моя делала много вареников. Ездили на юг Краснодарский край, откуда у меня отец родом. Там у меня тетка всегда вареники с вишней делала. Но самому как-то не пришлось, а здесь, живя в Англии, что-то такого захотелось. Так что я поставил два рецепта вместе и посмотрим, надеюсь, что у меня тесто получится. Так что давайте приступим к приготовлению теста. Так, я пользуюсь миксером, так легче будет делать. Итак, я пользуюсь миксером, и в первую очередь я решил засыпать все вместе, потому что я смотрел один канал, там на Урале где-то две женщины, две сестры, они работают в пекарне, они все мешают, и мне нравится их видео, я очень видео, и оттуда я решил перенять такой опыт, все мешать вместе. Тем более миксер будет все мешать. Руками я не должен мешать, а все миксером будет мешать. Так, в первую очередь я засыпаю муку. Муку я просеял уже. Здесь половину килограмма. Добавлю масло. Соль. Яйцо. Здесь одно яйцо и один белок. Так, я буду добавлять горячую воду, чтобы яйцо сразу у меня не сварилось. Я немножко промешу это тесто, что у меня здесь, а потом уже добавлю воду. А теперь очень медленно я буду добавлять горячую воду туда. Итак, сейчас посмотрим, что у меня творится здесь. Какая прелесть. Так, я думаю, что у меня тесто уже смешалось, и пора это тесто поставить сюда на стол. Итак, посмотрите. Сейчас тесто переложу я на стол. Оно отлипает от этой чашки, но она должна немножко прилипать к рукам. Тоже. Так что я сейчас сильно работать с ним не буду. Немножко я так в муке обваляю, чтобы... И теперь я... Посмотрите, какое хорошее тесто получилось. Теперь это тесто я положу в этот пакет целлофановый, я уже приготовил. И пускай она стоит пару часиков. Вот, таким образом. Итак, пора теперь делать начинку для наших вареников. У меня две пачки творога и один желток. Сейчас мы все это положим в мисочку, перемешаем как следует. Кто-то любит добавлять в творожные вареники ванилин. Я не люблю ванилин. Так что я только добавлю немножко сахара и немножко соли. Так. Размешаем как следует. Она возьму побольше миску. Побольше миску я взял, чтобы легче было мешать. А потом можно всегда перевести на эту маленькую. Вот таким образом. Так,
щепоточку соли для баланса и немножко сахара для баланса. У меня один желток остался здесь, как раз для этих вареников. Вот таким образом. Потому что, если вы помните, я добавил одно яйцо и один белок в тесто. И у нас остался желток. Как раз желток пойдет сюда. И теперь мы сейчас все намешаем как следует. И займемся липкой вареников. Пока это все. Сразу же вам скажу, я никогда в жизни вареники не лепил. Это я только самоучка. Сам посмотрел на видео, и перед тем, как лепить вареники сегодня, я еще поговорил с своей мамой. Дай Бог ей здоровья. И 87 лет женщина у нас. Вот такая у нас масса получилась. Немножко желтоватая. Так, я переложу ее сюда, чтобы легче было отсюда выбрать. Вот таким образом. Это у нас готово теперь. И теперь начнем. А теперь нам надо растопить немножко масла. Потому что когда вареники будут готовы, то мы можем их немножко маслом поливать для вкуса. Потому что я лично люблю вареники, масло и еще даже и сметану добавляю. Сейчас растопим немножко масла. Итак, у нас масло уже растопилось. Я поставлю туда воду нагреваться медленно. И к этому времени что-нибудь мы начнем лепить и варить. Итак, вода у нас на плитке. Теперь у нас я поставил немножко муки. И теперь мы возьмем наше тесто. Какое хорошее тесто у нас получилось. Так. Маленький. И теперь отсюда мы возьмем только половинку, в первую очередь. Вот таким образом. А вторую половинку мы положим обратно в пакет. Чтобы не проветривалось. Так, а теперь эту мы сделаем еще раз пополам. И сделаем жгутики. Тесто раскатывается очень-очень хорошо. Оно у нас простоялось очень хорошо. Так что таким образом. А теперь начнем нарезать. Так. Вы знаете, я обратил внимание, это какая-то успокаивающая работа. Говорят, что у кого нервами не в порядке, иногда лучше всего они когда вяжут и помогают. А тут только делаешь эти варенички, лепишь что-то и тоже отвлекаешься. Я скажу, что самые наилучшие вареники, когда-либо я ел, это когда мне тетя сделала в Краснодарском крае, когда мы ездили туда, в детстве я ездил, с варениками. Потому что у нее, она жила вместе с бабушкой, и у нее был свой сад. И мы помним, я помню, одно лето мы поехали, как раз время, когда вишня стала созревать. И тогда мы даже залазили на деревья, рвали эту вишню ведрами
И она шла для продажи тоже. Или для своей семьи они много компотов делали на зиму. А пока мы там летом были, они как раз компоты нам делали за место воды тоже. Мы пили. Итак, сейчас начнем налеплять. Окей. С Богом. Вот так. Мой первый вареник получился. Вот так вот, посмотрите. Ну, посмотрим, что дальше получится. Итак, пока буду лепить вареники, встретимся, как я все налеплю. Итак, я уже поставил первую партию вариться. Они варились у меня 5 минут. Ни одна из них не развалилась. Посмотрите, какие. Но они здоровые у меня получились. Я сразу скажу, я лепил, может быть, 100 лет назад в детстве. Но взрослым сейчас учусь, как лепить и снова. Так, это мы сюда. Теперь мы другие туда поставим. Я по 5 штучек туда кидаю. 2, 3, 4, 5. Так. Еще одну. 6 тогда. А сюда я маслица налью. Единственное, вам скажу, что у меня для моей семьи то, что я намесил тесто и начинки, это очень много. И то, что я первую партию сейчас разделал, это будет достаточно для моей семьи сегодня поужинать. То, что у меня осталось, тесто и начинка, я поставлю в морозильник, и в следующий раз я всегда могу сделать, потому что их делать очень быстро, а главное, что вытащить с морозильника, они растают, и будет у меня вареники еще в следующий раз. Итак, сейчас возьму тарелочку, и мы попробуем, что у нас здесь получилось. Итак, сейчас это мы все это перемешали, чтобы они не слиплись. Я возьму один вареник, попробовать, что же у нас получилось. Вот таким образом. Сейчас разрежу. Так, это в разрезе, если вам видно там. Сейчас. Так. А теперь на вкусовые качества попробуем. А вкусно-то как? Какая вкуснота. Дорогие женщины, я извиняюсь, если форма не понравилась моих вареников. Самое главное, что попытался, на ошибках учиться. И самое главное, что вкусно. И вот сейчас у меня вторая партия варится, ни одна из них даже не разварилась. Все целенькие. Какая прелесть. Такая прелесть получилась. А сегодня буду наслаждаться моим ужином. Какая прелесть. В следующий раз я, наверное, куплю вишню и попробую с вишней. Самое главное, что у меня тесто получилось
Все варенички у меня целые, ни одна не разварилась, тесто хорошее. Сразу же я скажу вам, женщины дорогие или мужчины, кто там смотрит меня, тесто хорошее. Я вам еще раз скажу, что я не повар, я никогда это не делал, я на интернете изучал, теперь экспериментирую перед вами. И первый раз в жизни я делаю вареники свои, и тесто, то, что я сделал, прекрасно. Так что пользуйтесь этим тестом. А то, что у меня осталось тесто и начинка, это я в морозильник поставлю, и в следующий раз, когда по-быстрому что надо сделать, то разморозить, и вареники у меня будут готовы. Мне даже не верится, какие вкусные они получились. Но если вопрос у вас, почему я сейчас все долепляю, уже лепеные туда готовы, не сложу в морозильник, потому что у меня в морозильнике, к сожалению, места нету. У меня морозильник полный. А так, если я как полуфабрикат поставлю, она намного лучше мне будет. Так, последняя партия пойдет теперь. Итак, я вытаскиваю теперь последнюю партию. Все хорошо у меня сварилось. Залью немножко маслом. Вот такое у меня получилось. Домашние вареники от самоучки. Они получились очень большие, интересные формы, немножко неуклюжие, но очень вкусные, поверьте мне. И как вы видите, тесто держится хорошо, так что пользуйтесь этим тестом на что-то вы хотите, если как вареники. А на этой ноте я вам скажу большое вам спасибо, что вы зашли на мой канал, посмотрели это видео. Может быть немножко скучное, но я самоучка, как я сказал, и экспериментирую. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Этот канал, мой канал, совсем новый. У меня много идей. Каждый день пытаюсь поставить новые видео. И я буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал. А на этой ноте я вам скажу, берегите себя, берегите свою семью, своих друзей, близких. И мирное небо всем нам. Пока-пока. И до новых встреч.